Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. У кого, как не у диджея, спрашивать, как же звучат наушники. Именно поэтому, друзья, я сегодня вам рассказываю про наушники от компании OneMo под названием Piston Buds Pro. Интересно они в первую очередь своим звучанием, раз. В вторую очередь их форм-фактор, потому что они прямо очень-очень маленькие. Это не всем подойдет, но есть люди, которым прямо очень хочется иметь маленькие, ненавязчивые наушники, которые работают. Есть активное шумоподавление, борьба против ветра. Они достаточно долго работают, да, до 30 часов вместе с кейсом. Плюс компания OneMo, если вы не в курсе, это бренд, который является экосистемой Xiaomi, соответственно, есть сразу доверие. И я вообще про OneMo уже как-то рассказывал у себя на канале, так что это достойные, интересные наушники. И когда я их начал использовать, я подумал, почему они так плохо звучат, если все остальные говорят, что они звучат хорошо. Как я решил этот вопрос? Ну и обо всем остальном давайте расскажу. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Еще расскажу, что бренд OneMo является экосистемой компании Xiaomi и вообще называется OneMo типа хочу еще слушать музыку. Вот такой типа у них слоган. У них даже есть представительство в России, поэтому есть сайт на русском языке. И поэтому здесь коробка, которая прилетела ко мне с Алиэкспресса, здесь полноценная инструкция, в том числе и на русском языке. Вообще тут есть много чего на русском языке. Интересно все это еще тем, что с 21 по 23 февраля, то есть прямо сейчас, на Алиэкспрессе происходит акция. Большие сейлы, и эти наушники можно купить за 3500 рублей. Это хорошая цена за наушники, в которых есть активное шумоподавление, которые достаточно громко работают, которые являются в чем-то уникальны, потому что они не похожи на другие. Коробка сама по себе достаточно приятная, можно легко использовать в виде подарка. Внутри, как я уже сказал, инструкция, в том числе и на русском языке, тут много разных языков, на самом деле. Сам кейс с наушниками, амбушюры и все остальное. Многие обращают внимание на то, что этот кейс, ну, честно говоря, не внушает доверия. Да, ты берешь его в руку и понимаешь, он какой-то не матовый, а шероховатый пластик. Нет ощущения, что это какой-то дорогой продукт. Сверху зато такая блестючая крышка. В чем самая важная история этих наушников? В том, что они крайне маленькие. Просто малюсенькие. Они поэтому называются пистоны. И с одной стороны это хорошо. Они в ухе действительно сидят таким образом, что ты их практически не замечаешь. Они могут долго находиться у тебя в ушах. И так как они могут работать по отдельности, то есть тебе не только слушать музыку можно, ты также можешь их еще использовать как гарнитуру и так далее. Поэтому в целом они лежат в ушах хорошо. Но с другой стороны они такие маленькие, что если вы будете заниматься спортом, а я не могу сказать, что они прямо на 100% хорошо сидят в ушах. Если вы будете заниматься спортом, если они у вас упадут куда-нибудь, скорее всего, вы их потеряете. Поэтому я вам рекомендую зайти на Алиэкспресс. На Алиэкспрессе продаются всякие разные вот такие веревочки, резиночки, которые вы можете прицепить к наушникам, чтобы они не потерялись. Настоятельно рекомендую это сделать. Стоят они там, не знаю, рублей 50-100, но вы точно решите проблему, потому что они обязательно у вас выпадут. Несмотря на то, что они сидят в моих ушах хорошо, несколько раз они все равно выпадали, когда ты снимаешь свитер, поэтому обратите на это внимание. Несколько технических моментов. Сами наушники весят 4,5 грамма каждый, кейс весит 30 грамм, 38 мАч аккумулятор в каждом наушнике и 410 в кейсе. Заряжаются они примерно час каждый наушник, и кейс заряжается 2 часа. Порядка 7 часов они будут работать, если вы будете просто слушать музыку, и если с активным шумоподавлением, то порядка 5 часов. Ну и за 5 минут зарядки вы получаете целый час прослушивания музыки. В кейсе беспроводной зарядки нет, естественно, это USB Type-C, здесь есть небольшой светодиод, который говорит о том, что происходит с кейсом, и сзади у нас есть кнопка для сопряжения. Поддерживаются кодеки SBC и AAC. AAC это более продвинутый кодек, но вот я тестировал, например, это на Galaxy S22 Plus, и вот в Galaxy нет возможности выбрать кодеки. То есть, если я беру какой-то другой смартфон, например, Xiaomi или Realme, там есть такая возможность. В Galaxy нельзя. И вообще, когда я их подключил к Galaxy, звук был очень такой тихий, очень скромный. Подумал, камон, почему все говорят, что такой классный звук, а на самом деле все очень скромненько. И здесь я вам хочу рассказать, каким образом решается этот вопрос. Уверен, что вы тоже с этим сталкивались, когда вы берете наушники Bluetooth, подключаете, вставляете максимальную громкость, и они звучат тихо. Ну, то есть ты реально понимаешь, что они должны звучать громче. Это проблема, которую вы должны решить. Вы должны в своем телефоне зайти в режим разработчика. Если вы не знаете, как это сделать, заходите в информацию о телефоне, находите там информацию о сборке, и раз 10 нажимаете на сборку, и вы станете разработчиком. Разработчик — это значит, у вас появляется дополнительное меню, в котором вы можете выставить определенные настройки. Эти настройки влияют на телефон, поэтому вы легко можете телефон убить. Поэтому все подряд нажимать не надо нажать только то, что я вам говорю. И вот вы заходите в параметры разработчика, и здесь нужно найти кнопочку «Отключить абсолютный уровень громкости». Вот с этого момента ваши наушники тоже будут работать громко. Если вы не знали об этом лайфхаке, обязательно поставьте лайк этому видосу. У OneMo есть приложение, и прямо в инструкции есть QR-код, который вы считываете, и он никуда не ведет. То есть он ведет на сайт OneMo, но там ничего не происходит. Поэтому я зашел на Play Market, скачал оттуда OneMo. Что мы получаем? Во-первых, в этом приложении мы можем посмотреть информацию о наших наушниках, зарядка, какой включен режим, переключение
переключать режим, подавление, ветер и так далее. Здесь также можно обновлять прошивку и специальный режим низкой задержки. Если вы будете играть в игры, вам это поможет. Задержка получается примерно 90 миллисекунд. Это очень мало, играть комфортно. Здесь также есть эквалайзер, и он действительно работает. То есть ты щелкаешь по разным вариантам, и наушники звучат по-разному. Так что рекомендую вам выбрать тот вариант, который вам больше нравится. Мне очень понравились настройки эквалайзера под названием Electro. Можно выставлять смарт-воспроизведение, то есть когда вы достаете наушники, музыка останавливается, когда обратно засовываете, продолжает звучать. Также здесь можно выставить пользовательские настройки, потому что эти наушники управляются касаниями. Да, 2 раза нажали, плей-пауза и так далее. Так вот, вы можете настроить, чтобы на тройное касание у вас, например, увеличилась или уменьшалась громкость. Мне кажется, что это очень важная вещь, особенно когда телефон находится где-то далеко, и на вас надета куртка или какой-то балахон, и вам неудобно все достать. Взяли, 3 раза постучали, громкость увеличилась, ну или уменьшилась, соответственно. Также ребята рассказывают, что у них появляется плашка, ну как у AirPods, когда ты достаешь наушники, подключаешь, и появляется такая анимационная плашка. У меня ничего такого не происходит, я попробовал несколько телефонов, не работает, но у других работает. Хорошо. И вот сейчас мы возвращаемся к вопросу звучания наушников, потому что, честно говоря, у меня, да, ну на самом деле никаких глобальных эмоций нет. Ну как бы звучат. Ну я не хочу вам сейчас лишний раз расхваливать и говорить, что это какие-то очень хорошие наушники. Вы можете посмотреть обзоры у других ребят на техноканалах. Кто-то говорит, что ему нравится, мне достаточно спокойно. То есть я не могу сказать, что это лучшие наушники за эти деньги со звучанием. Вот они, возможно, хорошие по соотношению того, что здесь есть активное шумоподавление и оно работает хорошо. Здесь неплохой микрофон, который вы сейчас послушаете. Здесь в целом хорошее, достаточно громкое звучание. Оно сбалансированное, есть хорошее приложение, в котором вы можете многое выбирать. Кстати, раз я начал говорить про микрофон, давайте прямо сейчас послушаем, как он звучит. Ну что, друзья, это офис Радио Рекорд, а это звучание новых наушников Pistone Buds Pro. Как звучит? Как вам работа шумоподавления? Сейчас все включено. У меня сейчас включена музыка, поэтому есть определенный фон. И, соответственно, наушники его глушат. А еще наушники пытаются вытянуть мой голос. Ну, собственно, как обычно. Напишите в комментариях, как вам звучание этих наушников. Еще расскажу, что именно переключение эквалайзера может по-настоящему раскрыть для вас эти наушники, потому что, возможно, стандартное звучание вам не сильно подойдет. Но вот когда вы будете щелкать разные варианты, вы такие: о, прикольно, вот это хорошо, а вот это не очень. Поэтому настоятельно рекомендую вам заглянуть в раздел эквалайзер. С активным шумоподавлением вместе с кейсом, с перезарядками наушники будут звучать порядка 20 часов. Если отключить активное шумоподавление, то это большая цифра — 30 часов работы. Соответственно, ну, грубо говоря, раз в неделю вы будете заряжать кейс, чтобы все работало. Это хороший результат. И вот я говорил вам в самом начале, что кому-то точно понравится, что эти наушники небольшие и очень удобно сидят в ушах, и вы их практически не замечаете. Я не тот человек. Мне не нравятся такие маленькие наушники, мне хочется, чтобы что-то было побольше. Мне нравится, когда есть ножка, может, не такая здоровенная, как у Apple AirPods, но хотя бы как у прошек, да. У OnePlus есть хорошие варианты, у Huawei есть хорошие варианты. Правда, они обычно все немножко подороже, да, где-то, может быть, на 1000, на 2, все-таки, еще раз напомню, 3500 рублей за эти наушники. Обычно наушники с шумоподавлением, которые нормально звучат, ну, какие-нибудь там OnePlus Buds Z2, например, они стоят в районе 5000 рублей. Ну, Huawei и Honor туда же. Поэтому, если вот говорить по соотношению цена-качество, наверное, это хороший вариант, просто он мне не очень подходит. То есть, давайте подведем итоги. Что вас может привлечь в этих наушниках? Во-первых, очень небольшой кейс. Он весит мало и места занимает немного. Во-вторых, здесь не глянцевая поверхность, поэтому она не зацарапается сразу же, но при этом кейс отдает какой-то дешевизной. Больше всего у меня лично вопросов к самой форме наушников, потому что для меня это очень маленькие. Мне и в руке держать их неудобно, и они не выскальзывают из ушей, но хочется все-таки что-то помассивнее. По звуку, как я уже сказал, в целом все хорошо. Я не могу как-то выделить сильно звук в одну или в другую сторону. Могу выделить, что при помощи эквалайзера вы можете его прямо подраскрыть. Хочется вам побольше низов, пожалуйста, выбирайте эквалайзер с басами, и он прямо начинает звучать и качать. И это хорошо, потому что далеко не во всех наушниках есть эквалайзер, далеко не во всех приложениях есть вот эти моменты, которые вы можете поправить и немножко подстроить под себя. А сама ссылочка на наушники, потому что сейчас идет сейл, будет внизу в описании. Переходите, посмотрите. Ну и, конечно же, перед тем, как финально выбрать, брать эти наушники или нет, посмотрите еще парочку каких-нибудь обзоров, которые вам наверняка расставят все точки над «и». Все-таки мы с вами говорим о наушниках. Это очень субъективная вещь, у всех уши разные, звук воспринимается по-разному, поэтому одному как бы нравится, а другому не нравится. Вот такая вот история, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте, всем счастливо и пока.